Бермудский треугольник, также известный как треугольник дьявола, представляет собой регион в Атлантическом океане, где, как сообщается, при загадочных обстоятельствах исчезло множество самолетов и кораблей. За прошедшие годы появилось множество мифов, легенд и теорий, что привело к смешению фактов и вымыслов вокруг Бермудского треугольника. Давайте отделим факты от вымысла, изучив доступную информацию. Треугольник представляет собой слабо определенный регион, примерно ограниченный Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он занимает площадь около 1,3 миллиона квадратных километров. Правда о Бермудском треугольнике. В треугольнике произошли многочисленные исчезновения кораблей и самолетов. Некоторые известные случаи включают исчезновение рейса 19 в 1945 году. Исчезновение рейса 19 – один из самых известных инцидентов, связанных с Бермудским треугольником. Это связано с потерей 5 бомбардировщиков-торпедоносцев ВМС США во время тренировочного полета 5 декабря 1945 года. Рейс 19 состоял из 5 бомбардировщиков-торпедоносцев TBM Avenger, каждый из которых нес 3 членов экипажа. Самолет вылетел с авиабазы ВМС Форт Ладердейль во Флориде для обычных учений по навигации и бомбометанию над Атлантическим океаном. В день полета погодные условия были признаны удовлетворительными, хотя поступали сообщения о сильном ветре и волнении на море в этом районе. Во время учений по радиосообщениям сообщалось, что рейс 19 испытывает трудности с навигацией. Командир звена, лейтенант Чарльз Тейлор, сообщил, что его компасы неисправны, из-за чего ему трудно определить их местонахождение. По мере продолжения полета связь между рейсом 19 и диспетчерской вышкой становилась все труднее из-за сбоев радиосвязи и помех. Последняя известная передача рейса 19 указывала на замешательство и бедствие. После исчезновения рейса 19 была проведена обширная поисково-спасательная операция. К сожалению, никаких следов самолета или членов экипажа обнаружено не было. Было несколько теорий, объясняющих исчезновение рейса 19, включая навигационные ошибки, неисправности компаса, дезориентацию и выработку топлива. Однако ни одна из этих теорий не была окончательно доказана. Инцидент привлек значительное внимание и был связан с Бермудским треугольником из-за его местоположения и загадочной природы исчезновения. Однако стоит отметить, что навигационные проблемы, человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия являются распространенными факторами авиационных происшествий и должны учитываться при рассмотрении данного конкретного случая. Исчезновение корабля SS Marine Sulphur Queen в 1963 году. SS Marine Sulphur Queen – американский танкер, построенный во время Второй мировой войны. Он использовался для перевозки серной кислоты. 2 февраля 1963 года корабль вышел из Бомонта, штат Техас, в Норфолк, штат Вирджиния. Экипаж состоял из 39 человек, включая капитана, офицеров и матросов. Последнее сообщение с корабля произошло 4 февраля 1963 года. Капитан сообщил по рации, что судно находится в тяжелых погодных условиях, включая сильный ветер и бурное море. Окончательная сообщенная позиция корабля находилась примерно в 250 милях к юго-востоку от Ки-Уэста в Флориде. Корабль SS Marine Sulphur Queen не прибыл к месту назначения, и, несмотря на обширные поисково-спасательные работы, не было найдено ни обломков, ни спасательных шлюпок. Корабль и весь его экипаж были объявлены потерянными. Из-за своего расположения в Бермудском треугольнике исчезновение SS Marine Sulphur Queen было связано с тайнами, окружающими этот район. Некоторые теории предполагают, что корабль столкнулся с необычными погодными условиями, потерпел катастрофическую аварию или стал жертвой неизвестных сил. Однако эти домыслы остаются бездоказательными, а точная причина исчезновения корабля остается неизвестной. Стоит отметить, что Бермудский треугольник является районом с интенсивным движением транспорта, и такие инциденты, как исчезновение Marine Sulphur Queen, хотя и являются трагическими, следует рассматривать в контексте стихийных бедствий и других факторов, характерных для морских аварий.
Дело Марин Салфер Квин, как и многие другие исчезновения, не получило окончательного объяснения и продолжает оставаться предметом спекуляций и дискуссий. Территория Бермудского треугольника подвержена суровым погодным условиям, включая тропические штормы и ураганы. Эти стихийные бедствия могут представлять значительную угрозу для кораблей и самолетов. Бермудский треугольник является одним из самых загруженных судоходных путей в мире, через который регулярно проходит значительное количество воздушных и морских перевозок. Чем выше интенсивность движения, тем выше вероятность несчастных случаев и исчезновений. Вымыслы о Бермудском треугольнике. Многие популярные мифы и легенды предполагают, что сверхъестественные или внеземные силы несут ответственность за исчезновение в Бермудском треугольнике. Тем не менее, нет никаких научных доказательств в поддержку этих утверждений. Некоторые теории предлагают необъяснимые явления, такие как магнитные аномалии или подводные вихри, в качестве причины исчезновений. Хотя в этом районе действительно есть магнитные вариации, они не являются необычными или уникальными для Бермудского треугольника. Некоторые исследователи предполагают, что Бермудский треугольник является областью с аномальными магнитными свойствами. Они предполагают, что эти магнитные аномалии могут мешать работе компасов и навигационных систем, что приводит к навигационным ошибкам и дезориентации пилотов и моряков. Однако наличие магнитных аномалий в регионе не является уникальным или экстраординарным, поскольку аналогичные вариации существуют в других частях мира, но уровень зарегистрированных происшествий не такой же. Другая теория предполагает наличие мощных подводных вихрей или водоворотов, которые могут затягивать корабли и самолеты под поверхность, что приводит к их исчезновению. Однако существует мало научных доказательств существования таких вихрей в Бермудском треугольнике. Хотя океанские течения и водовороты существуют, они не являются исключительными для этого конкретного региона. Стоит отметить, что Бермудский треугольник представляет собой обширную территорию со сложными погодными условиями, сильными океанскими течениями и частыми тропическими штормами, которые могут создавать опасные условия для судоходства. Кроме того, в этом регионе интенсивно ведется торговля людьми, что увеличивает вероятность несчастных случаев и исчезновений. Эти природные факторы считаются более правдоподобными объяснениями произошедших инцидентов. В научном сообществе преобладает консенсус в отношении того, что репутация Бермудского треугольника как таинственного и опасного места в первую очередь является результатом сенсационности и концентрации сообщений о происшествиях, а не приписывания каким-либо уникальным или экстраординарным явлениям. Чтобы лучше понять тайны, связанные с Бермудским треугольником, крайне важно полагаться на основанные на фактических данных объяснения, критический анализ и рациональное понимание известных факторов, связанных с морскими и авиационными происшествиями. Бермудский треугольник не имеет статистически более высокого уровня исчезновений по сравнению с другими аналогичными районами океана. Количество исчезновений в регионе пропорционально объему трафика, который он испытывает. Теории заговора предполагают, что правительство или другие организации скрывают правду о Бермудском треугольнике. Достоверных доказательств в поддержку этих утверждений нет, и имеющаяся информация доступна для общественности. Таким образом, хотя Бермудский треугольник связан со значительным числом исчезновений, многие из связанных с ним сверхъестественных и экстраординарных утверждений не подтверждаются научными доказательствами. Опасности региона, такие как суровая погода и интенсивное движение, являются более вероятным объяснением произошедших инцидентов. Важно подходить к Бермудскому треугольнику рационально и критически, оценивая факты и отделяя их от мифов и легенд.